Здравствуйте, друзья! Мне сейчас в комментариях очень часто пишут: бойлы катаешь, покажи, пожалуйста, монтаж, покажи там, какие лучше удилища выбрать, какая прикормка. Ребят, все не могу сейчас показать все одновременно, но карповые монтажи я всегда вяжу вот с таким столиком. Наверное, с этого и начну обзор. Карповый столик для монтажей. В общем, смотрите, у меня такой необычный карповый столик, который включает в себя все. Я думал над тем, как перевозить. У меня до этого был обычный там ящик для инструментов, в который катушки, там все принадлежности карповые для монтажа, все складываю. Это было неудобно. Такое раскрываешь, там ищешь что-то, вытаскиваешь. Ну, это не эстетично и некрасиво. Вот, поэтому я подумал, что мне нужно. Нужно карповый столик, чтобы был, ну, как у всех карпятников, да. Но к нему для этого нужно еще поводочницу купить. К нему для этого бокс надо купить. Ну и в принципе еще там ведерко для взвешивания какое-нибудь прозрачное, которое нужно тоже купить. Поэтому я в принципе призадумался и думал, где поискать, и нашел такой вариант. Я уже давно его купил, года 3 назад. Поэтому я вам сейчас покажу то, что я приобрел после обычных там слесарных ящиков, в которых все хранилось у меня. Вот. Это в принципе делается в Китае. Аналогичный карповый столик есть у Nash, Рик, как-то называется. Вот. У него ножки отличаются от этого, а остальное, в принципе, он повторяется. Ну и там может быть какие-то отделения чуть пошире, чуть побольше. А сейчас очень большое количество вот этих столиков на рынке появилось. Этот конкретно из Шарковский, но сейчас и Карпро, и еще кто-то, Джексоны какие-то там появлялись. И ну, не у нас, а на Украине. И все, в принципе, делают одинаково вот такой столик, вот прям в один в один. Ну, в принципе, начнем обзор. С чего? Столик выглядит вот так. Немного громоздко, но его можно компактно перевозить, я покажу в конце видео как. Здесь линейка до 40 сантиметров и крышка. Крышка сделана, вот здесь открывается вот так. Крышка сделана с такими бортами, чтобы у вас здесь ветром все не сносило подряд. И второе предназначение крышки, она накрывает полностью ящик. Если идет дождь, его закрыть вот так, ящик сверху, все, дождь внутрь не попадет, все будет нормально. Ну, качество пластика, конечно, не вау какое, но оно нормальное. У меня столик не развалился, я им пользуюсь. 2-2,5 года непрерывно и незаменимо. Ну, теперь заглянем сюда. Сейчас поближе. Вот. Давайте я его сразу покажу. То есть, когда я приезжаю на водоем, я его сразу раскладываю. Здесь вот ножки есть. Ножки, правда, конечно, захотелось бы, чтобы компания, которая производит этот бокс, монтажный столик, были понадежнее. Ну вот так они раскладываются. В принципе, это не занимает много времени. Просто надо их хорошо прикрутить, чтобы они не качались. Но, естественно, этот столик не для того, чтобы вы приехали, смонтировали его, а потом на него положили, там поставили 2 баклажки пива, шашлыков навалили и ели на нем. Конечно, это не предназначены ножки для этого. Только для карповых монтажей. Не для еды вам. Поэтому рассчитывать на то, что вы будете на нем еще потом вначале монтажи сделали, потом поели, не стоит. Вот. И вот так вы его ставите. Когда нужно, здесь вот так крепление вы регулируете по местности. Вот он стоит. Он нормально, вроде устойчиво стоит. Вот, но в принципе без дополнительных каких-то там 3-4 килограммовых нагрузок он вот все нормально. Вот так он выглядит. Ну, я сейчас ножки сложу, чтобы вам более для съемок было видней, что внутри и как я делаю. Поэтому, в принципе, сейчас я уберу их. Все. Конечно, хотелось бы, чтобы более простое крепление вот так поставил, и чтобы вот здесь был как вот пятаки, как у раскладушек. Но производитель делает именно так.
Вот. Ну что, поближе. Открываем ящик. Передвигайся. Итак, друзья, сейчас я вам объясню, в чем его также преимущество. Что здесь хранится? Карповый поводочек, как я говорил, сейчас я вам покажу. Вот так раз, в бок отдвигаешь. Вот вам карповый поводочек. Здесь у меня вот стопора, 2 иглы, вот другие стопора. Вот, и все поводки. Ну, я не знаю, как вот по количеству сказать, но здесь 1-2 точно есть поводков разного размера. То есть я вяжу их разные, и чудриги, и обычные. Чем хорошо это? Ну, оно встроено у вас, не надо вам отдельно ничего таскать, делать. И также очень хорошо, когда вот вы взяли, к примеру, вот у вас есть, там, вам нужно смонтировать. Вы берете сразу кукурузу, к примеру. Вот у меня есть отсюда. Беру вот этот ПБ крючок, 4. И монтаж. Стопор я сниму, не буду одевать до конца. Просто покажу для чего. То есть у вас есть, вы вытащили бойл, как будто это бойл, резинка, неважно. И у вас здесь есть крючки. Вот здесь такие загогулинки, за которые можно, в принципе, крючки. То есть вы вытащили бойл, он уже как бы израсходный. Либо вы монтируете бойл. Вот вы его повесили. Все, вы его никуда не потеряете, он висит у вас. И здесь, в принципе, используется. Все, как говорится, компактно, хорошо, не надо ничего предпринимать. И, в принципе, это же кукуруза, она здесь же хранится. Вот, одна кукуруза, вторая кукуруза. Здесь вот всякие у меня колечки-вертлюги хранятся. Здесь еще 2 коробки идут к ним. Ну, здесь у меня идут тоже для карповых монтажей всякие мелочи. Здесь вот резинки, быстросъемы, еще какие-то быстросъемы. А вот здесь, как я и говорил, там вот кукуруза, которой я пользуюсь, такая искусственная, и разные бусинки, прибабусинки, которые есть. Также, в принципе, здесь вот я умещаю очень успешно. Вот нужно клей и вот стопора. Вот я люблю иногда стопора использовать очень качественно для маленьких монтажей. Также нужна зажигалка. При монтажах нужно. Вот нитка. И здесь вот 2 отделения у меня мелочей. Вот всякие то стопора, то вот такие вещи вот хранятся, которые быстро взял, сделал. Здесь, в принципе, вот поводковый материал дальше идет. Вот он. Здесь это у меня свинец, такой мягкий, хранится. Здесь ПВА, вот, который нужно там перевязать, что-то такое. Вот, лента. ПВА лента. Здесь также ПВА лента и также те же самые стопора для более грубых монтажей. Дальше вот отделение идет, и у меня здесь все сложны, все крючки, которые есть. Вот, покажу вам все крючки, которыми я буду ловить в этом году. И я их сюда положил. Ну, я занимаюсь любительской рыбалкой, не спортом. В принципе, мне там 10-12 пачек крючков разного калибра мне хватает. Также здесь у меня хватает более большие. Здесь вот тоже нить там поводочная хранится. И здесь, если не влезло в эти, здесь у меня вот, хранятся для зига, кордовская вещь. И, в принципе, здесь у меня флюорокарбон, тоже кордовский. И вот еще пару крючков здесь тоже завалилось. Пачек. То есть 15 пачек крючков точно здесь помещается. Вот это отделение тоже очень интересно. Здесь много всего можно хранить. Видите, вот она небольшая по габаритам своим, вот эта вещь. И здесь внутри очень много всего умещается. Крепится, когда нужно вытащить из стола, вот здесь. Раз, все, у вас все под рукой. Хотите здесь иглы складывать, хотите здесь вот флюорокарбон, вот маркерная, для маркера маркерный флюорокарбон. Вот сюда мелочи складываете. Если вам нужно это закрыть, часть, вот так вы хотите закрыть, и здесь монтаж производить, то сюда все сложили, свои прибамбасы, которые вам нужны, все, аккуратно все лежит. С этой стороны очень классная вещь. Мне она очень сильно понравилась и очень помогла. Что это такое? Вытаскиваете, вот так ставите, и отсюда у меня здесь напальчник лежит.
Здесь крючки. И вот кордовская такая вещь. Это половосетки висит. Я это всегда вытаскиваю. А именно вот сюда. Я всегда наливаю воду. Для чего? Вы спросите. Ну, я очень большое время, в последнее время уделяю положению насадки, как она ведет себя в воде. А это у меня проверочная емкость. Она очень прозрачная, хоть сверху, хоть сбоку. Смотри. Друзья, вот это отделение мне особенно нравится в этом ящике, потому что оно компактно, отсюда берется, сюда вставляется. И, в принципе, если вам не нужно вот это пользоваться, вы раз, закинули сюда то, что вам не нужно, закрыли и пользуетесь вот этой частью. То есть вот этой частью, вот этой и все остальные. В последнее время я большое внимание уделял весь прошлый год тому, как насадка будет вести себя под водой. Чтобы проверить его, нужна вот такая емкость. Либо отдельное ведро какое-то прозрачное. Но чтобы его не таскать ведром, здесь есть вот такая вещь. Вес крючка у каждого производителя свой. И если бойл одинаково у вас имеет вес, то каждому крючку его еще нужно подобрать, как он должен весить. То есть подрезать его побольше, поменьше сделать. А это проверочная вещь. То есть я вот так всегда опускал. И вот сейчас идеальная позиция. В принципе, не нужно больше ничего ни плюсом, ни минусом делать с этим пластиковой кукурузой, потому что крючок чуть-чуть приподнят над дном. Я понимаю, что он будет над дном и тогда, когда я закину, и поэтому монтаж меня устраивает, и я тогда уже одеваю стик и закидываю. Вот. И вы будете понимать, что у вас насадка не плавает в толще воде и не камнем лежит там под илом. Поэтому, в принципе, вот эту вещь у меня в монтаже столика самая необходимая вещь. Как говорится, я ей всегда пользуюсь при монтаже. Ну и, в принципе, когда вы уже приехали, вот так его разложили. Здесь у вас поводки. Здесь я ставлю там пару бойлов. Начинаем монтировать. Длину отмеряю вот по линейке. Здесь она 40-сантиметровая. В принципе, монтаж сделал. Вот так повесил. Следующий сделал. У вас там 4 удилища. Достал удилище. С этой стороны вывесил. Те, которые снял ты монтажи. Там клюнули, не клюнули они. Потом ты понимаешь, что с ними делать. А эти ты поснимал. Ну и, в принципе, вот здесь тоже вот есть отделение, в котором очень много всего у меня хранится. Вот, если вы обратите внимание, здесь огромное количество еще для монтажа всяких приспособлений. Ну, легкость перевозки и все компактно складывается. Мне это очень нравится. Лучше я буду возить один предмет, чем буду отдельно монтажный столик таскать. Там коробка для монтажа столика и еще что-то такое. Нашел свой выход, купив этот монтажный столик. Когда я его покупал, он стоил недорого. Сейчас, я так понимаю, цены поднялись. Но мне кажется, если покупать по отдельности, выйдет не дешевле, чем купить один раз вот этот на столик, накопив денег. Ну, а в принципе, вам решать, естественно. Итак, друзья, у столика есть одна особенность. Он не особо вот в ручной транспортировке приятен, потому что это пластик, идешь по ступенькам, боишься, ну, вдруг уронишь, там, это же разобьется, если об бетон ударится. Поэтому, в принципе, я вам сразу советую. Через полгода использования я попросил мне сшить вот такую брезентовую сумку. Ну, там, 250 рублей на брезент потратил, и вот лямки откуда-то, от сумок от каких-то. Вот сейчас вам покажу. Все. Вот так он транспортируется. И, в принципе, когда вы перевозите, он не трется, пластик не общо, хорошо переносится, очень удобен, и сразу стол к транспортировке стал очень приемлем. Поэтому, если вы надумаете такой стол покупать, попросите себе тоже кого-то из родственников сшить такую сумку. Это был обзор монтажного столика. Спасибо, друзья, всем, кто смотрел меня. Подписывайтесь, пожалуйста. Я очень ценю своих подписчиков. До новых встреч!